Андрей проснулся среди ночи от странного звука, который прервал его сон. Вдруг ему показалось, что кто-то тихо закрыл входную дверь. Он прислушался, стараясь понять, что происходит. В квартире стояла тишина, прерываемая лишь настенными часами, которые отмеряли 1:30. Звук, казалось, был слишком навязчивым и неожиданным для ночного покоя. «Наверняка просто показалось», — подумал он, переворачиваясь на другой бок и стараясь вернуться к спокойствию сна. Потянувшись к Марине, он вдруг ощутил пустоту. Кровать, которая обычно делилась с любимой, теперь была пуста. Сначала с тревогой он решил, что жена, возможно, встала попить воды или проверить детей, но его интуиция подсказывала, что что-то не так. Он собрался с мыслями, встал и, преодолевая сонливость, пошел в детскую, чтобы убедиться, что близнецы Тимофей и Ярослав спят спокойно. Не зная, что его ждет впереди, он вел себя так, будто все в порядке. Дети, 1,5-летние близнецы, мирно спали, не подозревая о том, что происходит. В соседней комнате доносилось тихое посапывание Семена Петровича, отца Марины, который продолжал свой крепкий сон, не подозревая о нависшей беде. Но, оглядевшись, он заметил, что в ванной и на кухне было пусто, что наводило его на новые тревожные мысли. На кухонном столе его внимание привлекла записка, лежащая на потертом аристократом скатерти с цветочным узором. Он подошел ближе, и, пробежав глазами по тексту, его сердце встало. Записка была написана аккуратным почерком, который когда-то вызывал у него чувство спокойствия и умиротворения. Но сейчас ее содержание звучало как приговор. «Андрей, прости, я полюбила другого и уезжаю с ним. Его зовут Роман. Он обеспеченный, и рядом с ним я чувствую себя спокойно и счастливо. Мы вместе уже полгода. Дети ему не нужны, и я оставляю их тебе. Я устала быть матерью, женой, сиделкой. Я больше не могу так жить. Не ищи меня, я не вернусь. Отец пусть остается с вами, или отправь его в пансионат, как хочешь. Марина». Слова, запечатленные на бумаге, словно молнии, поражали его сознание, терзая душу. Он прочел записку трижды, пытаясь понять, как такое могло произойти в их, казалось бы, идеальной жизни. Его разум не мог смириться с тем, что любовь, которую они когда-то разделяли, обернулась предательством, и с каждым прочтением он чувствовал, как его мир рушится. Сначала он рассмеялся от абсурдности сложившейся ситуации и от того, что все это происходит именно с ним. Смех вскоре сменился горьким уколом в груди, и он, словно рвущийся на части, оделся и выбежал на улицу, чтобы сбросить навалившуюся тяжесть. Бродя по кварталу, он пытался осмыслить, что его жизнь изменилась навсегда, и в ненадливом покое ночи неожиданно зашевелились суровые раздумья. Он чувствовал, как вокруг него сгущается тьма, обвиваясь жгучими мыслями о своей супруге. Канун новой пустоты ужасал, но он возвращался домой с ясным пониманием. Теперь он один, и единственная ответственность, которая осталась, — это его дети. Они были его светом, его надеждой, и теперь ему было необходимо обеспечить их жизнеобеспечение и счастье. Когда он вернулся, дети уже проснулись и требовали внимания. Семен Петрович, побледневший и словно сгорбившийся за одну ночь, сидел в кресле, стиснув руки в кулаки, будто в их мощных кулаках пытался удержать воспоминания о дочери. «Ну что, Семен Петрович?» — с тяжестью в сердце произнес Андрей. «Похоже, нас с вами бросили». Старик не ответил. Его лицо выражало лишь беспомощность и печаль. Он прошептал: «Прости меня, сынок, не уберег ее». Оба понимали, что отношение друг к другу меняется. Слезы душили старика, и он плакал, как ребенок. Внутренний разлад проступал в каждой морщине его лица. Андрей подошел, положил руку на плечо отца и тихо сказал: «Ничего, справимся.
нам теперь держаться нужно. Ради малышей». Эти слова стали обнадеживающим маяком в мраке, который их окружал, и поддерживали дух обоих мужчин в невероятно трудный период. Первые месяцы пролетели в бурном вихре, наполненном заботами и горечью. Андрей жонглировал работой, домашними делами и новыми обязанностями, словно акробат на высоком канате. Каждый день приносил новые испытания, которые он должен был преодолеть. Ночные смены у него на работе перемежались со светлыми днями, полными забот о близнецах. Он учился варить молочные каши, стирать детские вещи и даже заплетать волосы маленькой племянницы-соседки, которая приходила поиграть с детьми, принося с собой лишь щедрость и радость. Семен Петрович, стараясь помочь, вставал по утрам пораньше, готовил завтрак и гулял с мальчиками, рассказывая им сказки из своего детства. Его дрожащие руки не подавали сигналов о слабости, но внутри старика уже зарождалась какая-то неподдельная печаль, смешанная с решимостью сделать все возможное для своих внуков. Они становились для него опорой, а он, в свою очередь, до последнего старался поддерживать их, несмотря на собственные страдания. С каждым днем усталость в Андрее все больше нарастала, доходя до предела. Иногда, уложив детей спать, он просто садился на пол в коридоре, обняв колени, и смотрел в пустоту, чувствуя, как его жизнь уходит в туман, а любые попытки наладить быт кажутся безрадостными и бесполезными. Все уголки квартиры напоминали ему о Марине, и ее голос звучал в тишине ночи, как неумолимое эхо, пронзающее любую попытку успокоиться. Бывали моменты, когда он ловил себя на мысли, что ждет, когда она вернется, но потом, оправдывая свою глупость, злился на себя за эту слабость, за то, что позволил воспоминаниям о прошлом терзать его душу. Однажды он даже написал ей письмо, в котором описал, что чувствует: обиду, усталость, слезы детей по ночам. Тысячи слов, которые не нашли адресата, он сжег в мягком свете крема и утешения, наблюдая, как пепел уносится сквозняком в раскрытое окно, принося с собой часть его горечи и надежды на то, что все это однажды разрешится. Но у Андрея, несмотря на все происходящее, не было намерения сдаваться. Он знал, что жизнь продолжается, и у него теперь есть двое маленьких мальчиков, которые, как свет в его жизни, нуждаются в нем. Постепенно все стало упорядочиваться. Мальчиков отдали в ясли, а Андрей устроился работать из дома, что позволяло ему больше времени проводить с детьми. Семен Петрович окреп душой, и с каждым днем горе в его сердце постепенно отступало, передавая место терпению и воспоминаниям о былом, как о чем-то ценном, но пережитом. Однажды старик сказал: «Андрей, я съезжу в село, в наш дом, попробую продать его, деньги пригодятся». «Я с вами. Помогу, чем смогу», — предложил он, но Семен отказался, ведь это было трудно — покинуть место, где он провел столько лет. Он поехал к родным, надеясь, что это поможет ему наладить свою собственную жизнь и, возможно, даст возможность оставить позади все горькое. Путь был долгим, дети капризничали, и старик, добравшись до дома, вздохнул с облегчением после долгих часов в пути. Однако, подойдя к маленькому уютному домику, он вдруг заметил, что внутри кто-то есть. Запах борща и звук посуды, казалось, исходили из него, и он задался вопросом: «Кто тут?» На кухне стояла женщина лет 25, смущенная, но с теплым выражением на лице, которое показалось ему знакомым. «Я Надежда. Простите. У меня не было жилья. Соседи сказали, что дом пустует. Я тут зиму прожила», — ответила она, глядя на Семена с искренним сожалением. Эта неожиданная встреча, казалось, встряхнула старика, который тоже, хоть и неосознанно, искал какое-то утешение. Семен, устав от дороги и не в силах справиться с делами, с благодарностью попросил ее помочь с детьми, которые требовали внимания и заботы.
Так Надя осталась с ними, как будто судьба сама привела ее к этому дому. Она быстро нянчилась с детьми, готовила, стирала и даже привела в порядок огород. Через неделю в разговоре Семен сказал: «Поезжай в город к Андрею, он в больнице. Ты нужна детям». «Хорошо, но денег с вас не возьму. Это за то, что приютили меня», — ответила Надя, ибо она понимала, как важно поддержать и помочь, когда у кого-то случается беда. Андрей был удивлен, увидев ее в своем доме после всех мучений и переживаний. Он не знал, как относиться к этой девушке, но вскоре понял, что ей можно доверять. Она не задавала лишних вопросов, была терпелива и добра. По мере того, как она становилась частью их жизни, он наблюдал, как она взаимодействует с детьми, и открывал в ней много приятных черт, которые его уверяли в том, что она именно тот человек, который нужен им. Через месяц он предложил Наде остаться, а через 2 сделал ей предложение. Но, глядя на него, она вздохнула и сказала: «Я не могу иметь детей. Мой бывший избивал меня, и я потеряла ребенка. Я больше не хочу жить в страхе и зависимости. Хочу только простого счастья». Эти слова стали для него настоящим откровением, заставив осознать, как много боли она пережила и как она искренне желает защитить себя и своих новых близких. Андрей смотрел ей в глаза и сказал: «Разве ты не чувствуешь, что счастье уже рядом с тобой?» Эти слова стали переломными, и Надя, слушая его, заплакала и осталась. Она чувствовала, что в этом доме есть нечто, что способно восстановить ее веру в людей и в жизнь. Спустя 3 года в их уютном доме все изменилось. Тимофей и Ярослав учились в кадетском училище, становясь настоящими гордостью их семьи. А Надя подарила Андрею еще 2 детей — сына Павла и дочку Ирину. Они росли, наполняя дом радостью и смехом, который царил в воздухе, словно волшебная мелодия. Семен Петрович, несмотря на свои бурения, вновь нашел смысл и радость в жизни. Он обожал играть с младшими внуками и мягко рассказывать им увлекательные сказки, которые сам слышал в детстве. Андрей, теперь успешный владелец транспортной компании, проводил много времени в разъездах, но, возвращаясь домой, всегда торопился к своей любимой семье, ведь именно в ней он нашел свою цель и счастье. Однажды, возвращаясь из командировки поздней ночью, он остановился у придорожного кафе, чтобы выпить кофе и немного отдохнуть, позабыв о тяжелых деньгах и трудном графике. За стойкой стояла женщина с тусклым, уставшим взглядом, и когда он на нее взглянул, что-то в ее несколько знакомом облике заставило его сердце забиться чаще. Подошла ближе, присела рядом, не веря, что их пути вновь пересекаются. «Андрей», — прошептала она, взглянув на него с недоумением, словно возвращение в прошлое дало ей новую надежду. Он узнал ее мгновенно, и в его сердце разгорелись смешанные чувства, охватывающие его. Это была Марина, женщина, предавшая его в самое сложное время. Она сделала шаг вперед, словно хотела что-то сказать, объяснить, но он, лишь спокойно кивнув, развернулся к выходу. Без слов, без сожалений, оставив позади все, что было. Он больше не оборачивался, не желая возвращаться к тому времени, когда его сердце разрывалось от боли и предательства. Теперь у него было все: дом, в котором его ждала семья, дети, которых он любил, и женщина, что стала для него всем. Он научился заново ценить счастье и семью, ведь он знает, каково это — терять всех, кого ты любишь. Теперь он знал, что каждый момент важен, и жизнь, несмотря на все трудности, продолжается. Как ни парадоксально, он понимал, что боль может стать основой для нового счастья, и его сердце было готово принять это с открытыми руками.